Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Всем привет! Сегодня буду готовить вкусное пирожное. Рецепт взяла у мамы в тетради. Вернее, рецепт бисквита взяла у мамы в тетради рецептов. Немножко его подкорректировала, как всегда, убавила количество сахара. У нее здесь этот бисквит идет к торту Прага. В общем, давайте готовить вместе очень вкусное пирожное Баунти. В миску разбиваю 4 яйца. Я буду их сразу разбивать в чашу миксера. Если вы не уверены в качестве яиц, лучше разбивайте их по одному в какую-то посуду и по одному добавляйте туда, где будете их взбивать, чтобы не было неприятных сюрпризов. После того, как все яйца разбили, надо их слегка взбить, так чтобы сверху образовалась легкая пена. И потом постепенно добавлять сахар, но не сразу весь, а постепенно, маленькими частями, в 3-4 этапа. Яйца я взбиваю с щепоткой соли. Вот так вот образовалась пенка, и теперь добавляю понемногу сахар и продолжаю взбивать. Хорошенько взбиваю все это. Теперь добавляю сюда сгущенку, тоже маленькими порциями, тонкой струйкой буду вливать ее и продолжать взбивать на медленной скорости. Следом небольшими порциями добавляю сметану, точно так же понемногу. И на медленной скорости взбиваю. Вот венчик продолжает крутить на медленном ходу, а я добавляю сметану. Сметана у меня жирностью 20%. Меньшей жирности я никогда не брала и не пробовала печь с ней. Теперь надо добавить сухие ингредиенты. Муку, какао и разрыхлитель я сразу засыплю в сито и буду в несколько приемов также смешивать с этой массой. Вот так аккуратно, но уверенно надо вмешать в сухую смесь. Теперь отправляю тесто на противень, выстеленный пергаментной бумагой. После того, как все тесто выложила, надо его хорошенечко разровнять по всей поверхности противня. Я это буду делать вот этой же лопаточкой, а потом еще сверху окончательно выровняю шпателем. Но это уже не обязательно. Если шпателя нет, ничего страшного. Просто надо выровнять вот этот корж. Вернее, тесто пока еще. Я показываю и рассказываю вам так, как делаю это я, а вы, конечно же, делайте так, как удобно вам. В конце несколько раз вот так постучу по столу и отправляю в разогретую до 190 градусов духовку. У меня прошло 30 минут, открываю духовку и проверяю шпажкой. Она должна оставаться сухой. Вот так и есть. Она сухая, в нескольких местах проткнула. Наш корж готов. Я вам сказала, сколько выпекался у меня, а вы смотрите и ориентируйтесь по своей духовке. Теперь надо освободить наш корж от противня. Я это делаю при помощи ножа. Там, где корж не соприкасается с бумагой, надо просто пройтись ножом и вытащить его. Я сразу переворачиваю его на чистое сухое полотенце, вот так. И аккуратно снимаю пергаментную бумагу. Теперь надо, чтобы наш корж остыл. Я его так и оставлю, а сверху накрою другим полотенцем. Посмотрите, как он пружинит весь. Еще обратите внимание, если пергамент у вас не очень хорошего качества, лучше смажьте его маслом. Накрываю вторым полотенцем до остывания. Когда корж остыл, я обрезаю края. Стараюсь подробно все показать и рассказать, ничего не упустив, чтобы всем все было понятно. И ни у кого не возникало проблем при приготовлении моих рецептов. А вы, в свою очередь, тоже пишите мне, что приготовили, как получилось, понравилось ли вам. Пишите в комментариях, буду рада обратной связи. Вот посмотрите, какой получился пышный бисквит, как он хорошо выглядит. Я его использую только половину на данные пирожные. Остальное буду замораживать.
Если вам для большой компании, используйте весь, но тогда и начинки надо будет в 2 раза больше. Хочу показать вам поближе. Вот такой он сочный, шоколадный. Прям видно, да, что сочный, влажный корж. Кстати, как-нибудь надо приготовить и мамину Прагу, а то я взяла только корж, бисквит из этого рецепта, а начинка другая. Для кокосового крема или кокосовой начинки я взяла 450 мл молока, 200 грамм кокосовой стружки. Стружку берите вот такую хорошую, свежую, рассыпчатую, чтобы она была у вас хорошего качества. Если стружка будет невкусной, вы испортите все изделие. Попробуйте ее сначала на вкус. Она не должна отдавать мылом. Также я взяла 100 грамм кокосового масла, 90 грамм сахара, 2 столовые ложки кукурузного крахмала и щепотка ванилина. Если кокосового масла у вас нет или вы не хотите его использовать по каким-либо причинам, возьмите обычное сливочное масло 82,5% жирности. Часть молока, примерно 3-4 столовые ложки, я сразу разведу с крахмалом, чтобы не было комочков. Вот так хорошенечко все размешала, комочков нет, и оставляю, потом к общей смеси добавлю. Я поставила на плиту ковшик, включила ее на небольшой огонь. Теперь отправляю сюда масло, сахар, сюда же отправляю молоко, и всю эту смесь надо довести до кипения. Мне надо, чтобы все это растворилось и масса начала кипеть. Теперь, когда все растворилось и закипело, я отправляю сюда кокосовую стружку. Перемешиваю. Добавляю сюда же нашу крахмальную смесь. Ту, что я уже заранее подготовила. Крахмал с молоком. И сюда же отправляю щепотку ванилина. Теперь все это надо перемешать. И опять довести до кипения, еще 2-3 минутки прокипятить, все вместе. Дольше варить не надо жарить кокосовую стружку. Вот она впитала все молоко в себя, масса получилась очень воздушная, пышная, вот такая она должна быть. Теперь выключаю плиту и даю ей полностью остыть. Я ее накрою крышкой, чтобы она не подсыхала сверху. Подержите корж хотя бы 2-3 часа в холодильнике, пускай он немного станет потверже, чтобы с ним было легче работать. Желательно бы в холодильнике его выдержать. Если нет времени, то уже не надо. Теперь этот корж я разрезаю пополам. Корж я разрезала на 2 части. Теперь взяла где-то 100 грамм молока, у меня тут 100 миллилитров. И я хочу добавить, сейчас размешаю, я хочу добавить шоколадный ликер. Если вы не хотите, не добавляйте алкоголь, ничего не добавляйте. Я хочу добавить сюда ликерчик. На мой взгляд, очень хорошо сочетается шоколадный ликер здесь. 2 столовые ложки вполне достаточно. Ни сахар, ничего я добавлять не буду. Буду пропитывать коржи. Сразу положу на подложку. Так, где у меня верх, где низ? Так. И хорошенечко пропитаю. Так, уберу, чтобы видно было. Пропитываю наши коржи. Если вы не любите влажные торты, пирожные, не пропитывайте. Ну, я считаю, что надо. Несмотря на то, что коржи сами по себе влажные, пропитка им не помешает. Если у вас, кстати, есть ликер пина-колада, он сюда тоже очень подойдет. Можно заменить шоколадный ликер на пина-коладу. Но это опять-таки на мой вкус. Вы смотрите по своему вкусу. Но так как мы готовим баунти, то пина-колада тут в тему. Все, хорошенько пропитали. И теперь нашу начинку отправляем на корж.
Выкладываем ее. Начинка остыла, стабилизировалась. Она, видите, не крошится. Все хорошо. Почему я урезала порцию бисквита? Потому что все-таки баунти это тонкий слой шоколада и много начинки, да? Кокоса много. Поэтому я решила вот так сделать. Все вот так выровняла. Края вот так лопаточкой прям равняйте, они очень хорошо выравниваются. Несложно. И притрамбовала, чтобы потом при нарезке не рассыпалась начинка или крем, как это назвать у нас. Начинку выложила всю. Вторым коржом накрываю. И тоже прям сверху пропитаю. Если вы сможете пропитать, а потом перевернуть корж, то пожалуйста. Но я чувствую, что он очень влажный. Я не смогу его потом, если я с внутренней стороны его пропитаю, я его потом не подниму. Он просто развалится у меня в руках. Так тоже хорошо пропитается. Даже через... Я не обрезаю верхушку. И даже так он хорошо, молоко просочится туда. Все, так пропитываю весь верх. Теперь желательно торт положить еще на пару часов в холодильник, чтобы он стабилизировался, чтобы потом вы его хорошо нарезали и пропитался. А лучше вообще, конечно, убрать на ночь. Украшать будем перед подачей. Вы будете. Я вам, конечно, покажу сейчас как. Теперь приготовлю глазурь. Торт уже охладился в холодильнике. Я взяла обычный темный шоколад. Плитка 90 грамм. Разламываю его. Добавляю к нему 3 столовые ложки молока. И отправлю сюда же кусочек масла. Грамм 15. И все, буду на медленном огне растапливать. Вот так растапливаю на тихом, на медленном огне. Если вы не хотите темный шоколад, можете взять молочный. Это уже тоже на ваш вкус, как всегда. Растапливаю шоколад, пока не разойдутся все комочки. Все, наша глазурь готова. Посмотрите, наш торт уже готов. В принципе, вот в таком виде можно его положить в пакет или пленкой обернуть и заморозить. А потом вытащить, разморозить при комнатной температуре. И все, покрыть только глазурью, и у вас будет готовое изделие. То есть можно коржи заморозить отдельно, а можно прям готовый сразу тортик. Так, покрываю шоколадом. И распределяю по поверхности. Можно взять лопаточку, можно чем вам удобно этим шпателем. Я сегодня вот так прям. Оп. В принципе, торт уже готов, но я хочу сделать в виде пирожных. И еще хочу сделать рисунок, как у баунти. Вот так. Примерно. Помните, да? Там, по-моему, вот так идет. Я пометила уже, как буду нарезать пирожные. А рисунок, пока шоколад не застыл, надо сделать. Вот так. Ложечкой очень даже хорошо.
Раз. Теперь надо, чтобы шоколад немного застыл, и разрезать на пирожные. Чуть-чуть глазурь подзастыла, и теперь я буду нарезать на пирожные. Разрежу его. Я отмерила, у меня получилось 5 сантиметров каждое пирожное шириной и 9 сантиметров в длину. Посмотрите, как красиво. Правда, баунти? На вид уже баунти. Ножик буду протирать, чтобы края не пачкать глазурью. По-моему, видно, да, что пирожные очень сочные. Уже даже на глаз видно. Вот такие красивые пирожные у нас сегодня с вами получились. Ну, конечно, я должна для вас их попробовать. Посмотрите, это же точно баунти. Сейчас попробую и скажу, точно или не точно. Очень красиво выглядит. Ну, я вам вначале сказала, что готовлю бисквит по маминому рецепту. А у мамы всегда получается все как этот горшочек вари. Все очень большая порция. Поэтому пополам смело. И как раз на вот эту начинку я вам напишу точные пропорции. Как раз вот достаточно половины порции этого бисквита. Вы знаете, это точно баунти. Шоколад, шоколадные слои по краям, сверху и снизу, и мягкий шоколад сверху, и начинка баунти. Самое главное, как я вам уже сказала, берите кокосовую стружку хорошего качества, чтобы она была свежая. Я заказала в интернет-магазине, мне пришла прям в феврале была запакована, на упаковке написано. И она действительно очень свежая и очень хорошая. Ее по цвету даже сразу видно. И еще, если у вас крошка крупная, кокосовая, измельчите блендером, чтобы она была помельче. У меня была хотя написано было медиум, но она не очень крупная, средненькая такая была. Я не стала ее измельчать. Мне хотелось, чтобы именно как в этой шоколадке баунти получилась такая вот начинка, стружка, чтобы чувствовалась, не просто там был вкус кокоса. Ну, не буду занимать больше ваше время. Попробуйте, вам понравится. Хочу сказать большое спасибо за подписку тем, кто подписался. Кто не подписался, подписывайтесь, не стесняйтесь, ставьте лайки, пишите добрые комментарии. А я желаю вам всего самого наилучшего. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.